Это Пауло Дибала, легенда футбола, который мог стать лучше, чем Роналду и Месси, но который не смог оправдать ожидания. Но сегодня мы это исправим. Ведь я отправлю Пауло Дибалу на 9 лет назад и дам ему второй шанс стать лучшим футболистом в мире. Дадим аргентинцу задачи на 9 сезонов. За 9 лет карьеры Пауло Дибала должен выиграть минимум 20 клубных трофеев, выиграть 3 титула Лиги Чемпионов, выиграть трофей чемпионата мира, сделать более 200 голевых действий, а также попытаться получить золотой мяч. Единственное, с чем я могу помогать Дибале на протяжении всей его карьеры, это переходить в новые клубы и немножко улучшать составы команд. Со всем остальным наш аргентинец должен справляться сам. Но заранее я вас предупрежу, в этой карьере будет много сенсаций и необъяснимых моментов, чего даже я не ожидал от самой игры. Не буду вас долго задерживать, ведь мы начинаем. Наш путь Дибала начинает летом 2017 года, выступая на позиции атакующего полузащитника в Ювентусе, так еще и под 10-м номером. Вот такой вот состав у Ювентуса, где Дибала играет роль свободного креативщика. Отправляемся в конец сезона. В лиге Ювентус занял первое место. Также туринский клуб выигрывает Суперкубок Италии, обыграв Лацио, и Кубок Италии, обыграв в финале Рому. А в Лиге Чемпионов Ювентус смог выйти в финал. И в финале старая сеньора с минимальным счетом обыгрывает Атлетико Мадрид и кроме этого становится обладателем требла. В своем первом сезоне нашей переигровки Пауло Дибала провел 56 матчей, в которых создал 56 голевых действий, а рейтинг Дибалы вырос до 92. Я просто в шоке с этой симуляцией, ведь такой случай происходит у меня впервые, где игрок создает более 50 голевых действий за сезон, притом не играя нападающего. А также, чтобы клуб, который никогда не претендовал на требл, без негатива фаната Ювентуса, как раз его и берет. Как мне кажется, от этой симуляции можно ожидать неожиданные, но при этом интересные моменты. А мы переходим к достижениям аргентинца после первого сезона. За оставшиеся 8 лет карьеры Дибале нужно выиграть еще 16 клубных трофеев, 2 Лиги Чемпионов, чемпионат мира, золотой мяч и сделать 144 голевых действия. А мы отправляемся во второй сезон. Но перед этим проходил чемпионат мира 2018 года, на котором сборная Аргентины вылетела в 1/8 финала от Англии. На этом мундиале Дибала провел 4 матча, в которых отдал 1 ассист. После окончания чемпионата мира в России Дибала принимает решение уйти в Барселону. Ради новичка каталонцы сделали схему более атакующей. Дибала был главным номинантом на золотой мяч, но его выиграл Криштиану Роналду. Но тут реально ограбили. Смотрим выступления Барселоны в турнирах. В лиге она заняла первое место. Кубок Испании также за каталонцами. А в Лиге Чемпионов Барса выходит в финал, причем на бывший клуб Дибалы. Барселона обыгрывает Ювентус 3-1 и Дибала выигрывает 2 требла подряд. Статистика аргентинца просто сногсшибательная, ведь за 62 матча он создал 69 голевых действий, а его рейтинг вырос до 93. У меня такое ощущение, что игра багнулась или просто сошла с ума. Посмотрим оставшиеся задания Дибалы. За 7 лет он должен выиграть еще 13 клубных трофеев, 1 Лигу Чемпионов, чемпионат мира, золотой мяч, а также сделать 74 голевых действия. Голевые действия с турниров наподобие чемпионата мира и Копа Америки также будем плюсовать к статистике аргентинца. Отправляемся в третий сезон. Дибала остается в Барселоне, а Гонсало Игуаин выигрывает золотой мяч. Финалист Лиги Чемпионов, победитель серии А, возможно, тачер Ювентуса и главный бомбардир, но, как мне кажется, Дибала больше заслуживал эту награду. Смотрим выступления в турнирах. В лиге Барселона заняла первое место. Суперкубок Испании достался Барселоне, как и Кубок Испании и Суперкубок УЕФА, а в Лиге Чемпионов Барселона снова выходит в финал, но уже на Атлетико Мадрид. И в финале Барселона обыгрывает Атлетико 3-1 и снова забирает требл. Такое чувство, я воссоздал Барселону периода с 2009 по 2012 год. Статистика Дибалы чуть похуже, но также великолепна. За 61 матч он создал 51 голевое действие, а его рейтинг вырос до 94. За оставшиеся 6 лет карьеры аргентинец должен выиграть еще 8 клубных трофеев, чемпионат мира, золотой мяч и создать 23 голевых действия. Но Дибала выполняет свое первое задание, а именно по трофеям Лиги Чемпионов. Отправляемся в 4-й сезон, в котором аргентинец остается в Барселоне, но есть одно важное изменение. Вероятность получить золотой мяч, играя полузащитника, очень низка, из-за чего Дибала становится центральным нападающим. Неймар выигрывает золотой мяч в этом сезоне, но надеемся, что Дибала выиграет этот трофей в будущем. Время турнира. В лиге Барселона заняла первое место. В Суперкубке Испании разгромно обыграла Реал Мадрид. В Кубке Испании вылетела в четвертьфинале от Вильяреала. Жалко, что 3 требла
титула подряд не возьмем. Суперкубок УЕФА за Барсой. А в Лиге Чемпионов Барселона выходит в финал на Манчестер Юнайтед. Каталонцы обыгрывают 2-1 МЮ и повторяют рекорд Реал Мадрида по 3 титулам Лиги Чемпионов. Дибала сыграл 60 матчей, в которых создал 52 голевых действия. Всю статистику с предсезонных турниров не считаем, а его рейтинг стал 95. Дам вам небольшой спойлер. Рейтинг Пауло Дибалы до конца карьеры больше не вырастет. А теперь смотрим оставшиеся задания аргентинца. За 5 лет Дибала должен выиграть еще 4 клубных трофея, чемпионат мира и золотой мяч. А также он выполняет задания по голевым действиям. А мы переходим к 5-му сезону. Дибала продляет контракт с Барселоной еще на 1 сезон. Левандовский выигрывает золотой мяч. Как вообще работает логика с этим трофеем? Время турнира. В Лиге Барселона снова становится чемпионом. Суперкубок Испании проиграли Реал Сосьедаду, а Кубок Испании проиграли в финале Атлетик Бильбао, но зато Суперкубок УЕФА за Барсой. А в Лиге Чемпионов Барселона выходит в финал на Милан, и Барса с минимальным счетом обыгрывает Милан и забирает 4-й трофей Лиги Чемпионов подряд. Как я вообще умудрился воссоздать праймовую Барсу и сделать ее еще лучше? Дибала сыграл в 63 матчах, в которых создал 51 голевое действие. По традиции смотрим оставшиеся задания аргентинца. За 4 года он должен выиграть еще 1 клубный трофей, чемпионат мира и золотой мяч. Перед началом следующего сезона проходил чемпионат мира, на котором сборная Аргентины стала чемпионами. Дибала сыграл 7 матчей на Мундиале, на котором забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи. А теперь переходим к 6-му сезону. Аргентинец принимает сенсационное решение для фанатов Барселоны и уходит в Ливерпуль. Вот такой вот состав получился у Ливерпуля. Неймар выигрывает 2-й золотой мяч в карьере. А теперь переходим к выступлению в турнирах. В Лиге Ливерпуль занял 1-е место. В ФА-кап вылетели в четвертьфинале от Манчестер Сити. В Карабао Кап проиграли Челси, которые стали чемпионами на этом турнире. А в Лиге Чемпионов Дибала с Ливерпулем, кроме того, что вышли в финал, еще и обыграли бывший его клуб, а именно Барселону. Видимо, нормальную замену аргентинцу еще не нашли. Ливерпуль обыгрывает Милан со счетом 2-1 и забирает трофей Лиги Чемпионов. Аргентинец сыграл в 61 матче, в котором создал 40 голевых действий. И впервые Дибала не стал лучшим игроком по статистике, ведь его обогнал Каутиньо, который сделал на 2 ассиста больше, при этом сыграв на 1 матч меньше. Смотрим оставшиеся задания Пауло Дибалы. За 3 года ему осталось выиграть только золотой мяч, ведь задание по клубным трофеям и чемпионату мира он уже выполнил. А мы отправляемся в 7-й сезон. Перед его началом проходила Копа Америки, на котором сборная Аргентины стала чемпионами. На этом турнире Дибала сыграл в 6 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. После Копа Америки Дибала принимает решение остаться в Ливерпуле. Неймар уже выигрывает 3-й золотой мяч. Как вы уже прекрасно поняли, логика в этой карьере точно отсутствует. Смотрим выступления в турнирах. В Лиге Ливерпуль стал чемпионами. Также выиграл Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. А в ФА-кап и Карабао Кап снова вылетают, даже не дойдя до финала. А в Лиге Чемпионов Ливерпуль выходит в финал на Манчестер Сити. Ливерпуль обыгрывает Манчестер Сити 2-1 и забирает 2-й титул Лиги Чемпионов. Дибала провел 61 матч, в которых создал 44 голевых действия. В 8-м сезоне Дибала принимает сенсационное решение и возвращается в тот клуб, где начался его победоносный путь, а именно в Ювентус. Ювентус чуть-чуть поменял схему, но Дибала уже играет не атакующего полузащитника, как раньше, а центрального нападающего. Но кроме этого, Дибала вернул легендарную десятку, когда в Барселоне и Ливерпуле выступал под 7-м номером. Хан Кванг Сонг выиграл золотой мяч. Не спрашивайте, как этот трофей выиграл северокореец и почему он выступает за Барселону. Время турнира. В Лиге Ювентус занял 1-е место. Также выиграли Суперкубок Италии и Кубок Италии, причем и там обыграли в финале Милан. А в Лиге Чемпионов выходит в финал на бывший клуб Дибалы, а именно на Барселону. Ювентус обыграл Барселону с минимальным счетом, а Дибала не стал долго ждать и возвращает величие Ювентусу сразу же после своего возвращения, ведь он выиграл требл. Статистика аргентинца после возвращения стала сногсшибательная, как и в первых сезонах, ведь за 56 матчей он создал 62 голевых действия. В финальном сезоне Дибала остается в Ювентусе. Золотой мяч выиграл Лаутаро Мартинес, и сразу же можно сказать, что задание по золотым мячам Дибала, к сожалению, не выполнил. Смотрим выступления в турнирах. В Лиге Ювентус занял 1-е место. Также выиграл Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА. В Кубке Италии вылетел в полуфинале от Интера, который выиграл этот турнир. А в Лиге Чемпионов Дибала с Ювентусом выходит в финал на Манчестер Сити. Ювентус обыгрывает Манчестер Сити со счетом 2-1 и забирает трофей Лиги Чемпионов. Дибала сыграл 56 матчей, в которых создал 54 голевых действия. После окончания сезона Дибала отправляется на чемпионат мира 2026, на котором Аргентина
стала чемпионами. А как вы думаете, кто выиграет этот мундиаль? Аргентина или Испания? На этом турнире Дибала сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. И вот, наша карьера Дибалы подошла к концу. За 9 лет карьеры Дибала сыграл 560 матчей, в которых создал 499 голевых действий. Также он выиграл 36 трофеев, которые включают в себя 2 чемпионата мира, 1 Копу Америки и 9 титулов Лиги Чемпионов. Но вот золотой мяч аргентинцу, к сожалению, не покорился. Но несмотря на этот факт, Дибала однозначно стал одним из величайших футболистов в мире. Ну а ты не забудь поставить лайк на это видео, подписаться на канал, ведь уже совсем скоро начнется новая переигровка карьеры игрока, которую вы увидите у меня на канале. Ну а теперь до новых встреч!